Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Друзья, в этом обзоре я расскажу вам о так называемых в среде нумизматов монетах-перепутках номиналом в 2 копейки, отчеканенных в советское время. Друзья, и цены на эти монеты впечатляют. Давайте сначала кратенько разберемся, что такое перепутки. Друзья, перепутками зовут монеты, имеющие какую-либо ошибку при ее производстве. Например, перепутка по гурту, по гербу, по заготовке и так далее. То есть, при штамповке монеты на ней отчеканили гурт или герб СССР от другой монеты. Таких вариантов достаточно много. Монеты-перепутки по заготовке – это монеты, отчеканенные на заготовке, созданной для другой монеты. Обычные 2-копеечные монеты в эпоху СССР чеканили на заготовках из медно-цинкового сплава, и они имеют желтоватый цвет. То есть двушки, о которых будет этот обзор, по какой-либо причине были отштампованы на заготовках, созданных для 10-копеечных монет. И отличить эти двушки-перепутки очень легко. Они имеют белый цвет, так как изготовлены из медно-никелевого сплава, так называемого мельхиора. И почему это происходило? Потому что двушки чеканились на заготовках, предназначенных для 10-копеечных монет. Сложно сказать точно. Диаметр заготовок для обеих монет был практически одинаковый. У 2 копеек он равнялся 18 мм, а у монет в 10 копеек 17,3 мм. Видимо, бывали времена, когда медно-цинковых заготовок не хватало, или штамповщик после выходных похмелился, так сказать, не в меру. Итак, друзья, давайте рассмотрим цены на эти монеты на одном известном интернет-аукционе. Перед вами одна монета номиналом 2 копейки 1991 года. Так как и все эти перепутки, заготовка у нее от 10-копеечной монеты. Как видно по скриншоту, ее цена составляет немного более 14 тысяч рублей. И эта цена к моменту завершения торгов обязательно вырастет неизвестно насколько. Поэтому к окончанию этих самых торгов она может превратиться из самой дешевой в самую дорогую. Следующая двушка – это монета 1961 года выпуска. Достаточно редкая монетка, поэтому и цена на нее, мягко говоря, не очень гуманная. И это при том, что у нее состояние далеко не идеальное, а до окончания торгов вообще может повергнуть в ступор. Перед вами 2 копейки, выпущенные в 1982 году, также в белом металле. Состояние тоже, друзья, не идеальное, зато цена в начале торгов приближена к этому. А к окончанию вообще будет супер. Хотя, наверное, коллекционер, купивший ее, будет ей очень рад и за эту цену. Друзья, ну и давайте с вами проговорим еще о паре монет в белом цвете этого же номинала. Но, честно говоря, которых я не нашел на интернет-аукционе. Наверное, эти монеты самые редкие и давно все скуплены нумизматом. А теперь греют душу своим счастливым владельцам. По крайней мере, друзья, сразу прошу прощения, это мое личное мнение. Еще одна 2 копейки, которую я не нашел на аукционах. Это 2 копейки 1980 года. Одна из самых дорогих монет, так как несколько лет назад она на одном аукционе была выставлена на торги. И ее купили сразу же, друзья, за 80 тысяч рублей. Перед вами монета в 2 копейки 1986 года. Она также отштампована на заготовке серо-стального цвета. Достаточно редкая монета. Ее цена на нумизматических интернет-аукционах может составлять порядка 50-60 тысяч рублей. Друзья, в заключение подведем итог. Вообще 2-копеечных перепуток именно по заготовке достаточно много. В смысле, много по годам выпуска. Есть еще 1988, 1979, 85 и так далее. А вот по количеству выпущенных экземпляров эти монеты достаточно редкие.
Особенно если учитывать тот факт, что, говорят, из них в советское время некоторые умельцы делали мельхиоровые колечки для девушек. Но если у вас есть россыпь монет, оставшихся с прошлой эпохи, можете внимательно посмотреть, а вдруг монетка белого цвета, которую вы считали за 10 копеек, окажется совсем другим номиналом. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор, каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все монета. Всего доброго, друзья.